Всем привет! Ну что ж, я хотела себе облегчить жизнь и решила сделать формат вопрос-ответ. Задала вам вопрос в Инстаграме и в сообществе на Ютубе. И как бы ожидала там парочку вопросов, ответила, смонтировала, выложила. Но вы мне задали очень много вопросов. Мне это безумно нравится, мне это безумно приятно, потому что, в общем, набирается очень активная, интересная аудитория, вы хотите со мной коммуницировать, и мне это безумно приятно. Соответственно, вопросов будет много, я постараюсь ответить на все, но получится достаточно коротко. Внизу будут все там коды. В общем, поехали. Было несколько вопросов относительно того, кто я, что я, откуда я, зачем я и так далее. Я уже, по-моему, подробно рассказывала в предыдущих видео, тоже вопрос-ответ. Если коротко, я родилась и выросла в Украине. После 25, по-моему, лет я переехала в Россию. До этого я работала в кино. Мое первое образование — художник по гриму. Потом я еще получила психологическое образование. Сейчас я получаю образование в образовании. И вот сейчас я здесь, в Москве, блогер. Где учусь, работаю. По поводу работы еще будет много вопросов. Учусь я сейчас в University of the People на образовании. На каких языках разговариваю? Русский, украинский и немного английский. Я на нем не разговариваю, я на нем учусь. И еще 2 языка в стадии изучения. И почему такая тематика видео? Потому что мне это нравится. Мне кажется, это самая существенная причина, которая может быть. Мне, в принципе, всегда нравился процесс обучения. Я всегда получала от этого удовольствие. Начиная со школы. Вот я помню, что я всегда с удовольствием ходила в школу. Да, там были какие-то другие проблемы. У меня были проблемы небольшие с учителями. У меня был не идеальный табель, но сам процесс обучения мне всегда очень нравился. И впоследствии как бы, прерывалось обучение. Потом, когда я опять его возобновляла, там поступила на психолога, я с большим удовольствием опять туда нырнула. И потом мне встретилась книга, которую я всегда говорю запомнить все. Я ее прочитала, поняла, что мир не может не знать о ней, нужно как-то об этом рассказать. И, в общем, это определило вообще все мое дальнейшее существование в блогосфере. Веду ли я дневник, рефлексию, как и где? Не могу объединить все в одном месте, а носить много блокнотов неудобно. Раньше вела много рефлексии. Я как раз проходила... Что же там? Джулия Кэмерон, кто она там? Что-то про право писателя, что-то такое. Там была такая техника, что каждое утро, там 3 страницы нужно писать. Это всегда у меня были отдельные тетради, но это так не прижилось у меня. Хотя я знаю, что это очень полезно, это очень... короче, это полезно, но я и так произвожу очень много контента, и так очень много пишу, размышляю, не выдавливаю, но как бы мысли постоянно создаю, можно так сказать, потому что еще и на учебе очень много пишу, и здесь на канале, и на других каналах, поэтому просто как бы у меня не остается ничего для рефлексии, потому что я и так все перемалываю. По поводу того, как это все объединить, очень советую тогда переходить на количественную систему. Можно носить актуальную как бы часть с собой, а то, что уже отжило свое, накапливать в какой-нибудь папке. Это пока единственный вариант, который я вам могу предложить. Как я училась в депрессии, какие рекомендации на основе этого опыта, какие бы я могла себе дать советы. Дело в том, что когда у меня была действительно депрессия, я не училась, я тогда работала, и на внешнюю мою жизнь вообще никак это не влияло. То есть я была продуктивной, я, в принципе, очень любила, до сих пор люблю свою работу, на которой я работала, работу, на которой я работала в кино. Я до сих пор очень сильно люблю, трепетно. Я на тот момент очень много тогда работала. Единственное, на что влияло, это когда я приходила с работы и оставалась одна дома. Вот это был ужас, честно. То есть оставаться наедине с собой, со своими мыслями. Это было сложно. На тот момент я жила одна с кошкой, и как бы были разговоры по телефону, и тогда была такая ситуация, что я никуда не могла поехать. И вот это было сложновато. Советов, мне кажется, я еще там дала, что нужно обращаться за помощью в любом случае, за поддержкой, за помощью. Я тогда от этого всего изолировалась полностью, и это была моя как бы ошибка. Мне просто, повторюсь, повезло, что меня это отпустило, а не ушло куда-то дальше, дальше, дальше. Вспомогательные программы для учебы, которыми пользуюсь, ничем не пользуюсь. Я пользуюсь только Форестом. Это которые для деревьев растить. Вот. При том, что я им уже так давно пользуюсь.
что у меня там уже есть все деревья, у меня куча баллов, у меня там уже сколько-то там 50 тысяч или чего-то такого, вот этот, который растит деревья. Я до сих пор, я пару лет начала им пользоваться, который вот для тайминга. И все, больше ничего. Я не использую какие-то специальные программы для чтения, ничего. Ничего специального. У меня даже вот недавно появился планшет, и я даже не могу этот GoodNotes освоить, который я себе специально купила. Думаю, это красивая программа. Я посмотрела кучу обзоров, решила, что вот да-да-да, это все красивенько. И так вообще даже я большую часть функционала так не освоила. Я скоро к этому вернусь, просто у меня сейчас такие события в жизни, которые мне не дают этой возможности более-менее свободного времени, поэтому ничего, это как ни странно, но вообще ничего не использую. Книги к прочтению на ближайшее время. Я могу даже показать. У меня на самом деле список моего чтения просто какой-то уже безграничный. Я не успеваю это все дочитывать. У меня вот здесь лежат 2 книжечки. Это последнее приобретение этого Малкольма Гладуэлла. Сложно произносится имя, у меня сложные отношения с этим автором, но кто не знает, я обожаю вот этот формат книг, и когда я что-то другое заказывала, они мне попались, я не смогла не купить их. Это какие-то предыдущие его книги, вот это типа первая, вот это вторая. Мне понравилось описание, это про профессионализм, про принятие решений, мне стало интересно, я хочу его почитать. Они однозначные, потому что вот книга его знаменитая про гениев и аутсайдеров оставила у меня очень сложное впечатление, потому что после прочтения всей этой книги как бы приходишь к выводу, что типа если у тебя не сложились в детстве обстоятельства, если у тебя не было богатых родителей, если у тебя родители тебе не дали кучу возможностей, у них там не было компьютера, еще чего-то, то рассчитывать тебе не на что, вообще не на что, потому что у всех, кто сейчас хорошо зарабатывает, были все эти обстоятельства. Короче, если у тебя это все не сложилось, до свидания. Вот, поэтому мне как-то сложно, я хочу вот еще ознакомиться, может быть, здесь он не такой категоричный. Ну а так вообще у меня еще атомные привычки недочитанные, они у меня в электронном виде еще какие-то. Думаю, как математик Барбары Окли. Я очень хочу прочитать эту книгу, я смотрела ее курс на Корсере. И, в принципе, мне интересно то, как, ну, я исследования ее читала, вот как ее карьера развивается, этого исследователя. Вот. В общем, у меня очень длинный список, честно. Дальше. Планы по развитию канала, плюс изменилось ли ваше мнение касаемо блогинга? Планов по развитию канала у меня нету, каких-то особенных, ничего такого. У меня были нововведения по поводу того, что я уходила в закадр, но не знаю, как будут продолжаться эти видео. Думаю, какие-то периодически будут возникать, просто они очень сложны в производстве, они достаточно долго снимаются, гораздо дольше, чем вот я сижу с вами общаюсь. Но они собирают больше просмотров. Это как бы такой фактор очень стимулирующий. Вот. Поэтому каких-то особых прям супер-пупер чего-то менять, что-то как-то нет, не будет. Какие-то нововведения были, и вот вас стало больше, вы стали более активны. Я так понимаю, что сработали эти нововведения какие-то небольшие. Вот. Что-то такого радикального не будет. По поводу блогинга, ох, не знаю, у меня постоянно шатается туда-сюда мнение, впечатления, какие-то мои вещи, ну не вещи, а чувства точнее, относительно блогинга. Иногда хочется все бросить, потому что кажется, что это все бессмысленно, что вообще это все, зачем это нужно, это занимает столько времени, а отдачи никакой, ну как бы она минимальная, и ты ожидаешь чего-то больше, а все время не получается, ты каждый день надеешься, что может быть какое-нибудь видео залетит в тренды, в рекомендации, ну вот, но это каждый день не происходит уже на протяжении 4 и даже больше лет. Поэтому не знаю. Но с другой стороны, я безумно это все люблю. Я безумно люблю ваш отклик, я безумно люблю все эти сообщения с просьбами о советах. Я понимаю, что ради этого я и работаю, то есть чтобы помочь кому-то, чтобы вдохновить кого-то. И, в принципе, я уже настолько к этому всему привыкла, что не представляю свою жизнь без этого, поэтому это, в общем, постоянно вот такие вот чаши весов преклоняются туда-сюда. Но, как видите, я пока здесь. Мои мысли по поводу тренда на учебную эстетику и романтизацию чрезмерной учебы. Негативные и положительные стороны.
В принципе, этого стало много, согласна. Это все красиво оформлено, там еще тоже будет вопрос на этот счет. Чрезмерной учебы, конечно, нет. Я категорически против, хотя я выпускала недавно видео по поводу 12 часов обучения, но в целом я не хочу, чтобы у кого-то учеба занимала вообще 100% его времени и вытесняла все остальные радости жизни. Мне кажется, это не очень хорошо, но каждый сам решает для себя. То есть, если вам это нравится, если вы правильно построили процесс, если вы получаете от этого результат, потому что в какие-то периоды жизни приходится так делать. То есть, возможно, вы там хотите переквалифицироваться или быстрее закончить, чтобы быстрее начать работать, еще что-то. То есть, тут куча обстоятельств. Если вас это устраивает, если вы там не выгораете, если вам это нужно действительно, это даст вам какой-то результат, пожалуйста. Как бы никто не запрещает. Относительно именно меня, что, ну, я стараюсь так не делать. Хотя иногда бывает очень, очень редко, но бывает. Удается ли отдыхать без чувства вины во время перерывов? Было еще несколько вопросов по поводу отдыха, перерывов и всего прочего. Э, Ну, что могу сказать? Что я очень мало отдыхаю. У меня нету выходных практически вообще никогда. Последний мой полноценный выходной был, когда я ездила в Коломну, когда еще было тепло. То есть это было начало осени. Это ненормальная история, но для меня это нормально. Вот, то есть у меня нету полноценных выходных. Ну, как для меня выходной — это если я проснулась не по будильнику, а попозже. Это для меня уже выходной. Вот. Я каждый день занимаюсь с какими-то своими делами. У меня их достаточно много. И за счет того, что все процессы замкнуты на мне, и большинство процессов зависит от их регулярности, то есть там по поводу выкладки там, видео, фотографий и всего прочего, остановить этот процесс невозможно, делегировать я никуда никому не могу, и, в принципе, пока не могу финансово себе это позволить. Поэтому мне приходится очень много как бы этого всего делать. Соответственно, выходных у меня не бывает вообще. Вот. А по поводу отдыха, в принципе, ну, когда ты хорошо поработал, ты можешь хорошенечко отдохнуть. Но у меня тоже, опять-таки, не бывает такого, чтобы я весь вечер отдыхала. Это очень редко. То есть это бывают какие-то небольшие перерывы, когда я хочу побыть с семьей, когда я хочу немножко отдохнуть, когда я там гуляю с собакой. Я уже научилась без чувства вины, потому что я достаточно хорошо провожу вот это свое рабочее время для того, чтобы понимать, я молодец, я могу отдохнуть, поэтому, ну, повторюсь, у меня сейчас пока с этим сложно, но я не жалуюсь, не говорю о том, что как я устала и так далее. Просто вот так сейчас сложились обстоятельства, и как бы нормально. Но вот за счет того, что у меня много разных деятельностей, видов, которые я в течение дня занимаюсь, я не устаю и не выгораю. Потому что когда мне надоедает там учиться, я переключаюсь, например, на Симсы. Я там посижу несколько часов в Симсах, отдохну, как бы запишу видео, собственно говоря. То есть я вроде как работаю, но вроде как я отдыхаю, потому что я это безумно люблю. Я там, не знаю, чтобы немножко отдохнуть, я занимаюсь монтажом. Там еще что-то, порисую, там и попишу что-то, пооформляю видосики, там повыкладываю что-то. То есть постоянно разные виды деятельности, которые в течение дня их очень много, и так получается держать себя на плаву. И плюс мне все, чем я занимаюсь, очень сильно нравится, поэтому как бы я не устаю от этого. Иногда бывает, что ну вот усталость у меня проявляется в том, что я перестаю что-то придумывать. Какие-то проекты, какие-то рисунки, какие-то там проекты с Sims 4 связаны, какие-то идеи видео. Вот тогда я понимаю, что немножко подустала, но это скорее за счет того, что я не поглощаю никакую информацию, а только вот произвожу. Вот здесь немножечко это меняю формат и больше как раз-таки начинаю читать, смотреть чего-то такого, там лекции какие-нибудь посматриваю, какие-нибудь исследования почитаю, и оно как бы нормально налаживается. Еще, кстати, интересный вопрос. Возникает ли ощущение того, что вы занимаетесь вообще не тем, чем стоило? Каждый день, вообще каждый день, по 150 раз на день. Я себя спрашиваю вообще, зачем я этим всем занялась, зачем я все это делаю. Особенно, когда я себя в последнее время вообще нагрузила больше, чем вообще человек может выдержать живой. Это, мне кажется, мои нагрузки — это как на целую команду, можно так сказать, людей. И вот когда я себя начинаю, типа, жалеть, говорить о том, что вот, я такая несчастная, я такая невыспавшаяся, я такая уставшая. Потом я вспоминаю, что
Вообще-то я сама это все решила, я сама все взяла, я сама все это люблю. И так как-то нормальненько. Вот. И вопрос о том, что зачем я вообще этим всем занимаюсь, а может быть, это не моё, каждый день, особенно когда не заходит видео, все у меня, теряется настроение очень сильно, когда там провалы по просмотрам. Ну, бывают такие, есть месяц очень хороший, есть месяц такой провальный, например, этот месяц вообще аут какой-то. Но это бывает, это нормальная ситуация. И за счет того, что сейчас у меня больше нагрузки, я больше переключаюсь. Ну, то есть я научилась переключаться с этого. И как-то отношусь немножко проще к этому всему. То есть, ну, типа, я чем-то занимаюсь, у меня не получается. Ну, из серии я себе говорю о том, что я сейчас еще чуть-чуть попробую. Вот если и вообще не зайдет, то я это брошу. Но обычно у меня начинает получаться, и как бы это начинает приносить какие-то дивиденды, не обязательно деньги, но какие-то, в общем, полезности для тебя я начинаю выносить. Поэтому это нормально, мне кажется, постоянно сомневаться. Из сомнений рождаются какие-то новые дела, проекты. Потому что когда ты думаешь о том, что, может быть, это не твое, вот у меня какие-то возникают идеи новые, а как все-таки сделать это больше своим и так далее. Ну, как бы, это может разрушать, и это может помогать создавать. И это я стараюсь придерживаться второго варианта. Как планируешь развиваться в профессиональном плане по окончании учебы? И здесь еще было, получается ли работать по профессии, это все вот один такой большой снежный ком. По профессии, кстати, по какой именно? Потому что по первому образованию я поработала лет 6-7, я работала художником по гриму, ну, точнее, сначала гримером, потом ассистентом, чуть-чуть художником поработала, и ушла оттуда, потому что сфера, ну, как бы было слишком много минусов, которые только усугублялись со временем ну, вообще в сфере, не в моей профессии. Вот, и я ушла, потом начала вот искать себя, и пока еще не нашла до конца себя. Психологом, ну, за счет психологического образования психологом я никогда не буду работать. Я, конечно, не буду зарекаться, но не планирую. То есть классическим психологом мне не быть. В принципе, с моей внешностью, как бы, не знаю, мне кажется, ко мне никто не пойдет. Но я не хочу. То есть я еще вот когда училась, я нашла в себе вот эту сферу ответвления по поводу психологии образования, обучения, когнитивистика. И мне это так захватило, потому что, ну, по сути, нету прямого контакта с людьми, то есть не нужно разбираться в их проблемах, в еще чем-то, вот таких вот вещах. Мне понравилось, что есть вот это направление, что мне это нравится, в этом есть какие-то свои законы, какие-то теории, еще что-то. Это очень круто и интересно, и как бы я туда ушла, мне прекрасно. По поводу образования в образовании, я, во-первых, его еще не закончила. Вот. А с другой стороны, именно как профессионал развиваться, тут немножко сложная история в плане того, что я немножко странный специалист. То есть я еще и не специалист, но как-то, в общем, пытаюсь им стать. Летом, кстати, был такой момент, что думаю, ну, надо же где-то работать, хотя мне мама напоминает, что ты вообще-то еще учишься, ну, в смысле того, что ты полноценно учишься, зачем тебе работать? Ну, я задумалась и просто посмотрела какие-то приблизительные вакансии, вот просто ну, какой есть рынок труда. Я нашла очень интересную вакансию. Методист онлайн-курсов. Я такая думаю, вот, это прям про меня. Так у меня же все есть, у меня же есть все навыки. Давай смотреть, что там предлагают, какие, ну, требования к этой профессии и так далее. Выяснилось, что, в общем, в большинстве случаев под методистом онлайн-курсов подразумевается то, что ты и методист онлайн-курсов, и какой-нибудь предметник, и ты еще должен все создать, весь контент создать, записать, создать домашку, тесты, все, и все это 1020 рублей. Вот. Хорошо было бы, если бы ты еще был программистом, чтобы ты умел еще стоять на голове, чтобы ты мог платформу поддерживать. В общем, ну, очень много чего хотят, а я не предметник. Ну, как бы чисто технически я могу какие-то предметы вести, например, там история искусств, кстати, я могу вести, какие-то художественные могу вести, но все равно, как бы это не мое направление, и, ну, если надо было бы, я бы смогла, но как-то не особо хочу пока, и не просили, вот. В общем, очень много чего они хотят за очень маленькие деньги, потому что на самом деле тот объем, который описан в объявлении, он стоит гораздо-гораздо дороже. Я еще немножко походила, посмотрела ну, вот эти вот всякие онлайн-школы тоже. Вроде бы как бы они должны иметь специалистов, которые помогают им создавать эту школу. Скорее всего, они там есть. Но я не думаю, что они захотят стороннего специалиста, потому что я же им буду говорить, что у них все не так. Потому что я пока еще не встречала вот
честно. Я еще посмотрела кучу разборов, я так, ну, стараюсь просматривать эти все дела, всякие курсы, всякие ну, такие прям большие школы. Они в большинстве своем это просто набор лекций, и все. Ни один не построен правильно. Я же начну рассказывать о том, что нужна обратная связь, нужен какой-то интерактив, нужны большие домашние задания, нужны творческие, нужны там подключение всех процессов обучения и так далее. И я думаю, что никто не захочет, потому что это лишние денежные вложения, а так можно наклепать кучу разных курсов, зашибить за них сумасшедшие деньги, продавать, и как бы люди будут верить, что это онлайн-образование, потому что на самом деле качественное онлайн-образование — это совершенно не то, с чем мы сейчас сталкиваемся. Это какая-то пародия жалкая на самом деле. Если все правильно организовать, то это будет, ну, как бы легко учиться, будет много информации, вы будете получать реальную ну, как бы информацию, пользу от этого всего, а не пытаться вытащить вообще из этих курсов хоть какую-то информацию, хоть какую-то пользу и так далее. В общем, с этим немножко все сложно, поэтому я для себя решила, что я не буду какие-то себе рамки строить, кем я буду работать, что я хочу и так далее. Я открыта для предложений. Во-первых, это вот канал, как мой основной такой источник интерпретации данных, потому что, как вы понимаете, все, что я учу, я как бы пропускаю через свой канал. То есть для меня это тоже большая работа, чтобы создать какое-то видео интересное по теме, не по теме, которую изучаю, или наоборот подтянуться в той теме, которую я еще не знаю и так далее. То есть это для меня очень полезный источник передачи информации, как бы, чтобы я ее собрала и передала. Вот. И впоследствии, надеюсь, все-таки я допишу свою книгу, которая у меня сейчас отложена на 10-й план по объективным причинам. Но вот как бы я думаю, что это будет апофеозом моей профессиональной деятельности. Может, это даст дальше толчок куда-то продвижение. Ну, то есть как бы я себя не ограничиваю. Но пока применение себя, своих знаний я не могу найти, где это все находится. Так что будем ждать интересных предложений. И, кстати, в целом по поводу работы очень много вопросов, типа, кем я работаю, где я работаю. Но официально я нигде не работаю. То есть я ни на кого не работаю, кроме как на YouTube. Ну, у нас соглашение, что я получаю деньги за рекламу. То есть как бы канал и блог, вот этот, на котором вы сейчас находитесь, это основной мой канал. Плюс у меня есть еще 2 канала. То есть у меня есть канал по Sims 4, по постройкам, и челленджи я там прохожу. Он уже тоже вышел на монетизацию. Я стараюсь сейчас его раскрутить, для того, чтобы тоже как бы достойный уровень выплат был. То есть они сейчас, в принципе, складываются по монетизации. Ну, я получаю за монетизацию. Есть еще художественный канал, который я тоже немножечко забросила, потому что я потеряла концепцию, то есть я потерялась в том, что я там буду выставлять. Сейчас я уже все поняла, нужно немножечко перезапустить это все дело, вот там вот будут небольшие перемены на этом канале. Плюс я не так давно открыла на Etsy магазин, где я продаю сейчас пока что только паттерны, то есть для тканей, для всего, куда можно, в общем, наклеить, точнее, распечатать эти паттерны. Паттерны — это вообще такой квадратик, ну, либо прямоугольник, но зачастую это квадрат, какого-либо узора, который можно, в общем, эти квадраты размножить, и оно будет бесконечным. То есть это можно бесконечный узор составить. Вот. Это очень прикольная штука, которую я обнаружила больше, чем полгода назад, что вообще такое существует. Мне очень сильно понравилось. И вот я дошла до того, что на Etsy открыла свой магазин. Там уже есть первые продажи. Мне очень интересно вообще этим всем заниматься. Но это как художественное мое ответвление, потому что у меня же реализация моего художественного образования, в принципе, совершенствование навыков. Плюс еще будет, кстати, еще один магазин на Etsy с электронными планерами. Я думаю, это вам будет отчасти интересно. Возможно, даже кто-то что-то приобретет. Мне будет приятно, но это немножечко попозже. Вот. Для вот этих всех каналов, магазинов и всего прочего у меня есть Инстаграм и Пинтересты. И теперь я все-таки зарегистрировалась в ТикТок. Человек, который говорил, что я никогда не буду регистрироваться в ТикТок, все-таки зарегистрировался, потому что хорошо гонит трафик на каналы, но это только для художественного и для Sims 4. То есть у меня там есть тот контент, который я хочу выкладывать, а вот этого, который на этом канале, там точно не будет. Я не хочу... То есть тот контент, который у меня на других каналах, я его могу переработать. То есть не хочу специально снимать, я могу его переработать и кинуть туда для просмотров. Этот же контент, его нужно переделывать, что-то там перезаписывать, я не хочу. То есть не хочу сверх тратить, потому что
И так, слишком всего много. Плюс, сейчас мне повезло, и я теперь работаю как коммерческий иллюстратор. Скоро вы сможете приобрести мои произведения. То есть мне сделали заказ, и я под заказ делаю иллюстрации, которые скоро будут в продаже. Это и тоже большой объем работы, который скоро будет реализован. И если все хорошо пойдет, то мы будем продолжать сотрудничество, что не может не радовать. Ну и плюс впоследствии я очень надеюсь, что мои произведения, в смысле книги, тоже будут приносить мне какой-то заработок. То есть я сейчас пока над ними работаю. Но первая книга, которую я выставляла в самоиздате, она уже принесла небольшой доход, но она не была завершена, она была в черновиках. Ну, ничего, я ее закончу и выложу окончательно. Вот, поэтому как бы основной работы нету, но есть очень много разных деятельностей и каналы, и продвижение этих всех каналов в других соцсетях. И вот теперь как иллюстратор тоже я работаю, как бы для своего магазина все это выкладываю. В итоге я рисую сейчас очень много. То есть я в основном учусь и рисую, как бы, и создаю контент. Вот, это занимает очень-очень много времени. Ну, плюс я как бы учусь. Это не, не 5 часов в неделю, не 10, 15, 20. Так, насколько моя программа обучения, диплом, соответственно, в университете of the People подойдет для тех, кто хочет реализоваться как психолог? Никак, потому что там как это образование. То есть я учусь на училку, то есть на учителя, полноценного учителя. То есть туда приходят люди, у которых есть уже вот, они предметник чего-либо, то есть они бакалавриат на эту тему получали, а магистратуру получают в большинстве случаев для того, чтобы повысить свой статус. То есть в большинстве стран, когда у тебя бакалавриат, у тебя одна зарплата, как только ты магистр, у тебя совершенно другая зарплата, плюс ты можешь на PhD поступать, это как бы раскрывает границы. Поэтому как психолог нет никак, там нету психологических этих, ну, отделений. Поэтому нет, нет. Так, еще большой блок по поводу тревожности во время обучения, что ну, как бы нужно в темпе все делать, а это повышает тревожность, и когда ты все отменяешь, тревожность еще больше и так далее. Но я уже немножечко задела по поводу того, что я заметила, ну вот по себе, я не буду как профессионал сейчас, профессионал тоже не, с научной точки зрения, как с этим делать, я расскажу свою ситуацию. Вот я навьючила на себя кучу вот этих всех деятельностей, которые я рассказала. Ну, это не все, но вот основные, которые у меня есть. Плюс учеба. И вот сейчас у меня интенсивно, я как иллюстратор работаю, очень интенсивно последние месяцы. Из-за этого пришлось отложить очень много других вещей, но как бы поставить на паузу. Так вот, я в какой-то момент, обычно часа в 2 ночи, понимаю, что я не выдерживаю. То есть у меня уже начинает нервная система, конечно, выходить из строя. Когда очень много деятельности, когда ты работаешь больше 10 часов в день, каждый день, без выходных, немножечко подустаешь. Так вот, в такие моменты, когда я начинаю вот напряжение достигает пика, я вот себе напоминаю, что это я сама решила, я сама себя сюда загнала. То есть, скорее всего, приняла какие-то неправильные решения. Слишком поздно начала. Начала, например, не с того задания, которое нужно было. И вот сейчас я типа ночью сижу, пытаюсь учиться, а у меня уже нету ни сил, ни энергии, ничего. Я как бы сама в этом зачастую виновата. То есть я неправильно простроила, я слишком много на себя взяла и так далее. То есть когда вот я осознаю свою роль в этом деле, и что это не дела на меня давят, а я сама на себя давлю в этот момент и создаю вот это самое напряжение, что всегда можно от чего-то отказаться, что-то сделать недостаточно идеально, просто сделать и так далее. То есть я начинаю разгребать это все дело, но как только вот даже мысль о том, что это я сама, меня уже попускает. Плюс я начинаю разгребать, что-то переношу, что-то вообще не доделываю, что-то иногда все-таки делегирую, какие-то домашние дела. Сразу все пропадает. До следующего приступа, конечно, но пропадает. Но вообще я, к сожалению, человек тревожный, у меня, в принципе, склонна к этому нервная система, и это у меня такое постоянное перманентное состояние, к сожалению. Читаю ли я художественную литературу, любимые авторы произведения? Вот с этим очень сложно, потому что и раньше я очень много читала, кто не знает, я вообще дислексик, и с начала школы я очень долго не читала,
очень, ну, как бы, то, что у меня начинала болеть голова. Я думала, что я это себе придумываю, потому что я ленивая жопа, и я как бы просто не хочу читать, но по факту, скорее всего, это было так. То есть мой мозг просто не справлялся с чтением, он не мог... Ну, у меня проблемы восприятия, у меня меняются буквы местами, то есть мне сложно прочитать. Ну, как бы долго читать, долго слова интерпретировать. То есть у меня очень сильная проблема, что я неправильно читаю слова, и как бы у меня путается смысл и так далее. Но потом летом мне попалась книга про Таню Гротер. Я настолько увлеклась этим делом. Ну, то есть сами по себе книги очень интересные, затягивающие, ну, кроме первой книги, которая полностью ну, как это называется? Ну, это не фанфик по Гарри Поттеру, ну, короче, он там плагиатничает. А потом там своя история, и я перешагнула вот эту планку, мне понравилось читать, мой мозг научился гораздо быстрее это все интерпретировать, то есть, скорее всего, он набрался просто опыта, он примерно понимает, какие слова где расположены, в каком смысле, в каком порядке и так далее. И как-то я вот сама переборола этот барьер, и я очень долго читала, только там была такая серия еще «Магия фэнтези», я вот очень много фэнтези читала, причем не про космос, а именно про какие-то исторические, какие-то ведьмы, вампиры, вот это все. Я сначала в своем городе перечитала всю библиотеку, реально прям всю полку в библиотеке. Потом, когда еще училась, переехала в другой город, там было несколько полок, я их все тоже перечитала. Вот. Потом, когда начала работать, как раз в кино у меня было вообще не до чтения, потому что было очень много сценариев, которые нужно было прочитать, запомнить точно. Ну, их не так прям много, но, в общем, я вообще перестала читать. Вот. И потом я вернулась к чтению уже в нонфикшн, то есть я увидела, что есть очень интересный жанр, который мне очень сильно нравится. И я прям туда погрузилась, поэтому художку я сейчас вообще не читаю. Вообще. То есть мне очень нравится нонфикшн, причем разного формата, такого более легкого, более сложного, там, научный, ненаучный. Но мое любимое художественное произведение до сих пор это Джейн Эйр. Шарлотты Бронте. Это моя любимая. Я обожаю вот эти вот страдания на страданиях, жертвенность. Это прям мое, я очень сильно это люблю. При том, что я читала ее всего, наверное, 2 раза, но она оставила такое неизгладимое впечатление. Вот бывает такое, что книга так запомнилась, что вот все, она из сердечка ее не вырвешь. Вот. Поэтому это вот мое любимое произведение. Не могу сказать, что это моя любимая писательница, но вот здесь она прям попала мне в сердце, хотя в свое время я перечитывала, когда «Унесенных ветром», я все книги перечитала, тоже с большим удовольствием. А еще я читала сколько их там, 4-5 книг «Сумерки», еще до того, как это стало популярным. Ну, так случилось, мне подруга дала почитать, она сказала: ой, какое, ну, такое, типа, интересное что-то фэнтези, как раз и когда я фэнтези читала, ну, что-то такое более такое романтично-фантазийное, почитай, будет интересно. А потом начали выходить фильмы, и я такая: о, а я-то это уже все знаю. Какие у меня каналы любимые на Ютубе, у меня их нету. В какой-то момент я, вот когда начала снимать очень много, я вообще от всех отписалась, потому что, ну, не то, что я копировать начинаю, а когда поглощаешь очень много чужого контента, это очень мешает создать свой контент. То есть у тебя перестает какой-то вот этот генератор мыслей работать, ну, мне кажется. Лично у меня это так работает, поэтому я от всех отписалась. И я как бы смотрю по запросу, то есть что мне нравится, то я смотрю. И, в принципе, у меня сейчас сложности с тем, чтобы что-то такое интересное смотреть для фона, там, например. Я обычно какие-то сериалы включаю, которые я бесконечно смотрю, либо просто музыку включаю. Вот, поэтому каких-то таких вот супер интересных. Сейчас я подсела на Минаева на его исторические выпуски. Мне интересно, мне нравится, особенно рисовать и вот как бы посмотреть, потому что он в основном рассказывает, его интересно послушать. Дальше еще как раз вопрос по поводу того, какое мы отношение к каналам по типу Study With Me, в основе которых лежит эстетика, а не что-либо связанное с названием. Немножко странный вопрос, там еще были немножко странные комментарии. Если вы имеете в виду, то есть каналы, которые там влоги снимают, которые Study With Me, вот эти вот, которые там часовые видео снимают, то, честно, я по-белому им завидую, потому что в большинстве случаев это действительно очень красиво, это эстетично снято, даже если это не про обучение, а больше про эстетику, потому что я так не умею снимать. Я пыталась так снимать, я старалась, но у меня ничего не получается. Ну, как так
серединка на половинку. Я решила, что в этом будет моя фишка, что оно такое не идеально, не идеальный кадр, не идеальное то. Вот. В большинстве случаев это снято безумно красиво. Я понимаю, почему у них миллионные просмотры, и если бы я начала такое снимать, я думаю, что я бы гораздо быстрее стала популярной, потому что, повторюсь, те видео, которые без моего лица, без, ну, как бы только из-за кадрового голоса, они реально набирают больше просмотров. И в том, чтобы как бы делать обучение эстетичным, в этом нет ничего плохого. И я, в принципе, мне нравится вот эта волна того, что учиться сейчас это круто, это престижно, все рассказывают о красивых ручках, о красивых блокнотах, об университетах, все это вместе, делятся какими-то советами, зачастую достаточно толковыми. Правда, ничего нового для себя я не нахожу, но все равно это хорошо, какое-то распространение информации, потому что я училась в то время, когда, ну, конечно, никаких ручек, блокнотов, ничего такого не было, при том, что я это обожаю. Я там выискивала на рынке пахучие ручки, тогда были с блестками, это был максимум того, что у нас было. И никаких таких красивых блокнотов не было. И, в принципе, учиться тогда, хорошо учиться, было, по сути, такое старое страшное слово «зашкварно». Ну, то есть это не было круто. То есть это, ну, я была всегда заучкой, хотя я вроде как не училась хорошо, но я любила этот процесс, и как бы в этом не было ничего такого крутого. То есть если ты много учился, это, ну, типа, зачем? Зачем это все? А сейчас это возвели в культ. И что здесь плохого? Это очень круто, что люди развиваются, осваивают новые профессии. Да, возможно, не всегда это все ну, как бы правильно, грамотно, научно разложено, именно если текст какой-то или еще что-то. Но в целом то, что этот процесс обелили и представляют его таким красивым, я наоборот за. Дальше было несколько вопросов по поводу очков, в которых я появилась на заставке. Это очень смешная история, на самом деле. У меня был легкий минус, то есть я была достаточно, ну, как бы близорукой, я знала об этом, это было выявлено достаточно давно, это еще случилось в школе. Но был у меня так меньше единички, по-моему, один глаз у меня был -1, а этот был -0,5 или -75, что-то такое. Я даже какое-то время носила очки, но как-то больше так с эстетической точки зрения, то есть, в принципе, жить мне это не мешало. И тут пару месяцев назад я понимаю, что я ни черта не вижу дальше своей руки. Я уже начала нервничать, думаю, я уже хотела записаться, честно, на КТ головы, думаю, все, у меня там опухоль, все плохо, меня там давит на глазные нервы, я плохо вижу, потому что я реально начала очень плохо видеть. Ну, то есть я начала замечать, что качество моей жизни ухудшается, потому что я постоянно щурюсь, я там, например, ноутбук, который там в конце кровати стоит, и если я там смотрю фильм, я его уже плохо вижу, на улице я вообще ни черта не вижу, никаких табличек, в метро это вообще какой-то сущий ад для меня, вот эти вот верхние таблички, я их вообще не замечаю их. Не могу ничего там прочитать. В общем, у меня началась такая паника. Думаю, ладно, на КТ головы пока не буду записываться, схожу-ка я к окулисту, к офтальмологу. Записалась на ближайшее тут оптика, где была диагностика такая, компьютерная диагностика зрения. Записалась, и оказалось, что у меня -2. Так что да, это настоящие очки, здесь есть диоптрии, но здесь всего 1,5, потому что это типа для квартиры, для того, что мне нужно близко, для улицы мне желательно 1,75 и для вождения машины в 7-2. Так что теперь, да, я очкарик, но самое смешное было, когда я купила себе эту оправу, показала родителям, оказалось, что у нас с папой абсолютно идентичные оправы. Мы выбрали абсолютно одинаковые очки, но у него немножко больше минус, чем у меня, но это было очень очаровательно, так что мы все-таки родственники. Дальше. Как обучаться разным очень сложным штукам. Медленно, уверенно, составляя план, используя различные техники и, главное, набраться терпения, потому что это, если это сложные штуки, то научиться им очень быстро практически невозможно. Никаких волшебных способов не существует, как это сделать очень быстро, там, за какое-то количество часов, потому что все эти способы сводятся к тому, что вы находите базовые какие-то знания, навыки, движения, их осваиваете, потом наслаиваете до того момента, как вы захотите остановиться, и все. И плюс вначале у вас будет уходить очень много времени, потому что вы
вам будет сложно освоить что-либо, потом у вас будет тоже уходить много времени, потому что когда вы достигаете определенного уровня мастерства, усовершенствовать себя становится все сложнее и сложнее, так что это в любом случае достаточно долгий и тернистый путь, но это всегда очень интересно. Я всегда за новые знания и сама продолжаю тоже всякими штуками заниматься, осваивать. Хотя мне кажется, что, что я этого не делаю, на самом деле, если так проанализировать, то на самом деле очень много чего нового осваиваю. Все, вроде бы на большую часть вопросов я ответила, так или иначе коснулась всего, что есть. Если ваш вопрос не зачитала, задавайте его внизу. Обязательно постараюсь ответить. Надеюсь, вам было интересно. Подписывайтесь, ставьте лайк. До следующих видео. Пока-пока.